Привет, друзья! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Согласитесь, что от кусочка вкусного и ароматного пирога мало кто откажется. И каждая хозяйка бережно хранит свой любимый рецепт домашнего пирога. У меня на канале есть отдельный плейлист с рецептами приготовления вкусных пирогов, как сладких, так и не сладких. Если не видели, посмотрите, ссылочка будет в описании. А сегодня хочу поделиться с вами рецептом идеального песочного пирога, который я готовлю с любым джемом, повидлом или вареньем. Итак, давайте готовить. В чашу высыпаем 400 граммов просеянной муки, добавляем 10 граммов разрыхлителя, пакетик ванилина, перемешиваем и натираем на крупной терке 200 граммов ледяного сливочного масла или маргарина. Периодически обмакиваем масло в муку, так его удобнее держать и легче натирать. Конечно, можно масло с мукой порубить ножом, но на терке проще. Перетираем муку с маслом в крошку. Старайтесь это делать быстро, пока масло не растаяло. Тогда пирог реально получится рассыпчатым. Туда же вбиваем 2 яйца, всыпаем 60 граммов сахара, вливаем 1 столовую ложку холодного молока и добавляем щепотку соли. Вилкой быстренько смешиваем продукты. И теперь руками замешиваем довольно крутое тесто. Жидкости больше не добавляйте. Поначалу его трудно собирать в единый комок, и тесто будет казаться слишком сухим. Но от тепла ваших рук масло начнет слегка таять, и тесто объединится в шар. Перекладываем его на стол, еще слегка подмешиваем, накрываем пленкой или убираем в пакет и оставляем на столе на 20-30 минут. Спустя это время достаем тесто из пакета, отрезаем от него четвертую часть и пока откладываем ее в сторону. Большую часть теста округляем, сразу перекладываем его на силиконовый или, как у меня, тефлоновый коврик, слегка присыпаем мукой и раскатываем в круг диаметром до 33-35 сантиметров. Тесто очень податливое и хорошо отзывается на любую формовку, поэтому даже если у вас, как и у меня, рвутся краешки, ничего страшного, подправьте их руками в ровный круг. Толщина пласта при этом составляет 4-5 мм. Чтобы ваш пирог получился идеально ровным, воспользуйтесь, например, крышкой от кастрюли. У меня диаметром 28 сантиметров. Уложите ее на тесто таким образом, чтобы от края крышки оставалась примерно одинаковая полоска теста шириной 3-4 сантиметра. И слегка вдавите крышку, чтобы остался отпечаток. Это будет ориентир. Теперь от этого круга с помощью резака или ножа делаем вот такие прорези шириной от 1 до 2 сантиметров. Вырезаем лучи для солнышка. Начинаем формировать бортик-косичку. Берем первую полоску и загибаем ее направо, а затем через одну налево, крест-накрест. Опять свободную направо, а через одну налево. Таким образом плетем усиленный бортик нашего будущего пирога. По такому же принципу можно оформлять открытые и полуоткрытые пироги из дрожжевого теста. Загнутые краешки теста слегка вдавливаем, прижимая к донышку, и окончательно формируем круглую основу пирога. Переносим коврик с тестом сразу на противень, в котором будем его выпекать, и только потом раскладываем начинку. В качестве начинки можно использовать любой джем, варенье, повидло, свежие фрукты или ягоды, сухофрукты, а также творожную начинку. У меня сегодня густой яблочно-малиновый джем. А если у вас очень жидкое варенье или повидло, его можно загустить разными способами. Добавить в него муку или крахмал, но больше всего мне нравится загущать начинку измельченными в крошку пряниками или сухариками от сладких булочек или печенья, а также обжаренными молотыми орехами или прокрученными на мясорубке изюмом, курагой, черносливом, финиками и так далее. Убираем противень в сторонку и раскатываем оставшийся кусочек теста. С помощью обычного или фигурного резака нарезаем полоски любой ширины и укладываем их поверх джема, формируя решетку из теста.
Оставшиеся обрезки теста можно скатать в тонкий жгут, переплести между собой и с их помощью оформить пирог окончательно. Песочные пироги не требуют расстойки. Нам остается его смазать и отправить в духовку. Смешиваем яичный желток с чайной ложкой молока и аккуратно, не спеша, смазываем пирог яичной смесью. Отправляем противень в заранее разогретую духовку и выпекаем пирог при температуре 180 градусов на режиме вверх плюс низ без конвекции. У меня пирог выпекался 32 минуты. Вот такой золотистый и очень ароматный пирог у нас получился. Вы часто просите меня показать, как я достаю те или иные пироги из форм. Вот сегодня один из вариантов. Даем пирогу слегка остыть и можно перекладывать на блюдо. Используем для этого любую твердую ровную поверхность, в данном случае разделочную доску. Приподнимите край коврика вместе с пирогом, а затем быстро и уверенно перетяните пирог на доску. Таким образом мы избавились от противня с бортиками. А дальше еще проще. Берем блюдо, на котором будем его подавать, укладываем на него доску с пирогом и просто сдвигаем пирог на блюдо. Такие пироги хороши как в горячем, так и в холодном виде. Даже спустя 2 суток они остаются мягкими, рассыпчатыми и очень вкусными. А сейчас давайте посмотрим, как он прекрасно режется и отлично держит форму. Пирог хорошо пропекся и получился просто идеальным. Тесто рассыпчатое, не забитое, с хрустящей корочкой. Вкус и аромат ванильно-сливочного песочного теста с фруктовой начинкой. Не пирог, а сплошное удовольствие. А на его приготовление я затратила 1 час 10 минут. Готовьте с удовольствием, меняйте начинки, и пусть этот рецепт надолго останется в ваших записных книжках. Желаю вам вкусных и ароматных пирогов. Друзья, если это видео было вам полезным, не забудьте поставить лайк. Спасибо, что делитесь моими рецептами и оставляете свои комментарии. Если вы недавно на канале Коллекция рецептов, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Напомню, что у меня на канале есть плейлист «Пироги», где собраны рецепты на любой вкус. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых рецептов.